Приветствую вас на канале Панцергренадера. В этом видео мы рассмотрим типичные боевые награды солдат Вермахта и Waffen-СС, а именно нагрудные знаки, которые занимают особое место в структуре военных наград Третьего Рейха. В отличие от орденов и медалей, нагрудные знаки несут конкретную информацию о боевой деятельности их владельца. По ним можно определить войсковую принадлежность солдата, а также интенсивность боевых действий, в которых он принимал участие. Именно конкретика нагрудных знаков не допускала их выдачу просто за добросовестную службу, а требовала проделать определенную фронтовую работу, установленное количество раз. Поэтому данные награды считались весьма престижными и высоко ценились среди военнослужащих. Наиболее распространенной в солдатской среде наградой был штурмовой пехотный знак. Он имел овальную форму в виде венка из дубовых листьев с наложенным наискосок карабином К-98 с примкнутым штыком. Сверху размещался имперский орел со свастикой в когтях. Награда могла быть литой или штампованной. Имела две степени – посеребренную и бронзовую. Первая степень была учреждена 20 декабря 1939 года приказом генерал-полковника фон Браухича для награждения пехотных немоторизованных и горно-стрелковых частей. Получается, что ветераны польской кампании знаком не награждались. Для получения штурмового пехотного знака требовалось выполнить одно из условий. Принять участие в 3 и более атаках, контратаках или разведывательных операциях. Отразить атаки противника в 3 отдельных эпизодах. Принять участие в рукопашной схватке. Вторая степень была учреждена 1 июня 1940 года для награждения военнослужащих моторизованных частей. Условия для награждения были аналогичны посеребренному знаку, только предполагалось участие моторизованных частей. Штурмовой пехотный знак вручался непосредственно боевым командирам в полевых условиях. Награда, как и большинство нагрудных знаков, носилась на левом нагрудном кармане, сразу под железным крестом 1 класса, если таковой имелся у военнослужащего. Главная ценность награды была в том, что ее получали только настоящие фронтовики, а не обслуживающий персонал, находившийся в относительном тылу. Похожим по смыслу, но не менее престижным был знак за атаку, учрежденный 1 января 1940 года. Им награждали солдат и офицеров, принимавших участие в наступательных операциях, но не служивших в пехоте. Как правило, это были артиллеристы, саперы, зенитчики, военнослужащие инженерных и противотанковых подразделений. Эти категории солдат не имели права получить штурмовой пехотный знак, поэтому для них и учредили нагрудный знак за атаку. Награда имела овальную форму, обрамленную венком из дубовых листьев. В нижней части размещались перекрещенные штык и граната, а в центре имперский орел со свастикой в когтях. Знак крепился к униформе вертикальной булавкой. Условия для награждения были следующими: отсутствие права на получение штурмового пехотного знака и выполнение одного из требований. Участие в 3 атаках или контратаках в 3 отдельных эпизодах. Получение ранения в результате атаки или контратаки. Получение какой-либо иной награды в результате выполнения первого требования. Ближе к середине войны высшее командование столкнулось с необходимостью введения более высоких степеней знака за атаку, поскольку на его получение мог рассчитывать практически каждый фронтовик, более-менее показавший себя в бою. 6 июня 1943 года были учреждены сразу 4 новых степени для особо отличившихся военнослужащих за 25, 50, 75 и 100 дней боевых действий. Новые знаки за атаку имели большие размеры, чем старые, при этом венок за 25 и 50 дней боев был посеребренным, а за 75 и 100 дней боев – позолоченным. Со временем награду стали выдавать и за выслугу времени. Так, 8 месяцев службы приравнивалось к 10 дням боев, 12 месяцев службы к 15 дням боев, 15 месяцев службы к 20 дням боев. Нагрудный знак
носился на том же месте, где и штурмовой пехотный, то есть с левой стороны под железным крестом первого класса. Небольшое отступление от темы. Если вам нравятся подобные видео, не забудьте подписаться на канал Панцергренадера, нажать на колокольчик и выбрать пункт «Получать все уведомления». Так вы будете всегда в курсе выхода новых роликов на канале. Очень престижной наградой для пехотинца был знак «За ближний бой», который иногда называют планкой или шпангой. Его мог получить как рядовой солдат, так и офицер, регулярно участвовавший в рукопашных схватках. Нагрудный знак имел вытянутую форму, в центре размещался квадрат со скрещенной ручной гранатой и штыком, над ними был изображен орел со свастикой, а по бокам располагались связки из дубовых листьев. Награда изготавливалась из цинка, реже из бронзы. Была учреждена 25 ноября 1942 года личным приказом Гитлера в 3 степенях. Бронзовый знак выдавался за участие в рукопашных боях в течение 15 дней, серебряный — в течение 30 дней, а золотой — в течение 50 дней. Под термином «рукопашный» подразумевался бой, в котором противники применяли штыки, ножи и ручные гранаты. Близость боя определялась тем фактом, видел ли солдат в ходе схватки белки глаз противника. Золотой знак «За ближний бой» был настолько редкой и престижной наградой, что 26 марта 1944 года Гитлер заявил о своем беспрекословном, единоличном праве присваивать и вручать ее претендентам. Вместе с наградой военнослужащему мог предоставляться отпуск продолжительностью 21 день. Золотую степень получило всего около 600 солдат. Для сравнения, дубовые листья к рыцарскому кресту вручались 890 раз. Серебряной степенью знака «За ближний бой» было награждено около 9400 человек, а бронзовой — около 36,5 тысяч. Любая степень знака в солдатской среде пользовалась авторитетом и уважением, даже когда награду стали выдавать за выслугу времени. 8 месяцев службы приравнивалось к 5 дням рукопашного боя, 12 месяцев службы к 10 дням, 15 месяцев службы к 15 дням. Нагрудный знак «За ближний бой» носился на почетном месте выше левого нагрудного кармана. Камераден. Я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер» и не теряйте связь со мной из-за форс-мажоров на Ютубе. Последний нагрудный знак, который мы рассмотрим в рамках этого видео, вручался танкистам и экипажам бронемашин. Знак «За танковый бой» был учрежден 20 декабря 1939 года приказом генерал-полковника фон Браухича. Награда имела овальную форму, по периметру которой размещался венок из дубовых листьев. В центре присутствовал танк «Панцер-4», а над ним возвышался имперский орел со свастикой. Знак «За танковый бой» имел 2 степени: серебряную, которая вручалась исключительно экипажам танков, и бронзовую, которой награждались экипажи бронемашин и панцергренадеры, передвигавшиеся на БТР. Вторая степень была утверждена 6 июня 1940 года. Для получения награды требовалось выполнить одно из условий: принять участие в 3 и более танковых боях, получить ранение в ходе боевой операции, получить какую-либо награду за храбрость, проявленную во время танкового боя. В ходе войны стало ясно, что для поощрения особо отличившихся танкистов требуется введение более высоких степеней знака «За танковый бой». Поэтому 22 июня 1943 года было введено 4 новых степени: за 25, 50, 75
и 100 дней боевых действий. Соответствующее число указывалось в табличке в нижней части награды. Венок и табличка знаков за 25 и 50 боев были посеребренными, а 75 и 100 боев – позолоченными. Аналогично предыдущим наградам, знак за танковый бой также выдавался за выслугу времени. Так, 8 месяцев службы приравнивалось к 10 дням боев, 12 месяцев службы к 18 дням, 15 месяцев службы к 25 дням. Награды с числами были изготовлены в более высоком качестве, нежели обычные. Они пользовались огромным авторитетом и уважением в германской армии. Знак за танковый бой носился на левом нагрудном кармане сразу под железным крестом первого класса, если таковой имелся у военнослужащего. Кстати, у Люфтваффе был собственный вариант этой награды. Он был учрежден 3 ноября 1944 года для танкистов парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг». Знак Люфтваффе был очень схожим по композиции со знаком Панцерваффе, однако имел другое оформление венка из дубовых листьев и своего парящего орла. Условия награждения и правила ношения были такими же. Подведем итоги этого видео. Все нагрудные знаки носились с левой стороны униформы, и большинство из них под железным крестом первого класса. Если военнослужащий получал более высокую степень награды, то предыдущую снимал и не носил, однако она оставалась у него на память. Если вы хотите, чтобы я продолжил тему нагрудных знаков и выпустил вторую серию, напишите 2 осмысленных комментария из 5 и более слов. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Это очень сильно помогает в продвижении видео. Благодарю за внимание.